название правильно. Сегодня среда, зло, коварство, хитрость. Я говорил, что я там перенес тему. Утреннюю здесь. Начинаем. Не смей себя жалеть, держись. Боль неизбежно, страдать или нет, выбирать тебе здесь и сейчас. Продолжается жизнь, дыши душой. Не переживай, Бога хватит на всех, Бог большой. Пей, она будет полна, осуши эту чашу до дна. В барабаны и колокол бей, зови. Посмотри, скажи, разве есть в этом мире хоть что-то важнее любви? Любви, люби. Сердце я прошу, молю, растай. Да, любви ко всем вырастай. Не храни. Спасибо за лайки. Всё раздай. Да, любви ко всем вырастай. 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 Привет, Алексей Лавров, Екатерина, Смей себя жалеть. Елена. Играй. Будут цветы, будут камни, хула и хвала. Будет ад, будет рай. Пой. Все, кого ты любишь, умрут. Цени их сейчас. Небо будет с тобой. Иди по дороге домой. Чувствуй спиной, как ветер и время стирают следы на пути. Живи. Посмотри, скажи, разве есть в этом мире хоть что-то важнее любви? Любви, люби. Доброе утро, Таскира. Сердце я прошу, молю, растай. Да, любви ко всем вырастай. Не храни тепло, все раздай. Да, любви ко всем вырастай. Сердце я прошу, молю, растай. Да, любви ко всем вырастай. Не храни тепло, все раздай. Андрей Ефимов, Мишаня, здравствуйте.
Это прямой эфир «День добрый». Зло, коварство, хитрость в первом часе. Поговорим на эту тему. Я ее взял, когда читал книгу притчи мудрого царя Соломона. Два стиха как-то мне запомнились настолько сильно, что показалось это важно для всей нашей аудитории. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Это одна притча Соломона, вторая. Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Кажется, что все очень ясно и понятно, правда? Так, секундочку. Маргарита, здравствуйте. Жду от вас сообщения. Итак, кто за добро воздает злом, от дома того не отойдет зло. Есть люди, которые считают себя особо хитрыми. Они считают, что всех могут обвести вокруг пальца, они умнее других. Хитрые люди обычно думают, что никто их не сможет обмануть, у них всегда найдется какой-то свой вариант, и они придумают что-нибудь такое, что ты их не переиграешь. Поэтому они считают себя хитрыми. И они за добро делают зло. Они делают это тайно или открыто, явно. Но существует неписанный закон. От дома таких людей зло не отойдет. То есть, как бы они не защищали себя от зла, что бы они ни делали, но от их дома, то есть от их мужей, жен, от их детей не отойдет зло. Вы представляете, да, то есть это зло человек уже не сможет отогнать, он не сможет защититься от этого зла. Зло будет постоянно у дома этого человека. Человек, который хитрый, человек, который воздает добром за зло, от дома этого человека. А что такое дом? Дом – это же не обязательно что-то физическое, хотя это тоже в том числе. То есть кто-то постоянно будет пытаться своровать что-то в этом доме, зло. Кто-то будет пытаться обмануть детей ваших. Зло будет приходить через учителей в школе, где учатся дети, или через сотрудников, коллег по работе или начальника, где работает муж или где жена. То есть, если за добро воздает человек злом, не просто от него зло не отойдет, вот лично от него. Он делает зло, да, этот человек, казалось бы, ну вот он и виноват. А проблема приходит к его дому, то есть от его дома. И все, что находится в этом доме, оно будет постоянно подвергаться злу. Зло не отойдет от дома человека, который воздает за добро злом. И он не сможет защитить себя 7-метровыми заборами, если у него будет охраны очень много. И что бы он ни делал, но если за добро человек воздает злом, от дома этого человека зло не отойдет. Зло сильнее, чем мы сами по себе. И поэтому внимательно наблюдайте за членами своей семьи, за своими мужьями, женами, детьми. Если кто-то из них воздает злом за добро, то знайте, что не только у него будут проблемы, но и у всего вашего дома. Поэтому понимаете, да, насколько серьезной является эта проблема. Возникает вопрос, что значит за добро воздавать злом? Поделитесь вашим опытом в жизни, когда вам за добро воздавали злом. А может быть, вы за добро воздали злом,
Вообще это странно, да? Как за добро можно воздавать злом? Зачем вообще за добро делать зло? Человек сделал тебе добро. Зачем люди делают зло тем, кто делает им добро? Например, я делаю добро, стараюсь всем, кто на нашу трансляцию приходит, но почему некоторые воздают мне за это злом, унижают, оскорбляют, подставляют, ищут повода, провоцируют? Почему я, делая добро, но получаю зло? Почему вы, делая добро в жизни, кто-то вам воздает за это злом? Это же нелогично, это странно. Но почему люди так поступают? Поделитесь вашим опытом. У нас сообщение от Инны. Если ты не говоришь не всю правду, это зло. Иногда зло, иногда не зло. Мудрый человек сберегает знания, то есть он не говорит все, что он знает. Правда это то, что вы знаете. Правду нужно говорить осторожно. Люди могут ее не принять, их нужно к этому подготовить. По частям говорить правду, не всю вываливать, не бросать ее в лицо. Если вы считаете, что вам нужно сказать правду и не заботитесь о людях, которым вы говорите правду, то есть не думаете, как они воспримут правду, вам лишь бы ее сказать, тогда ваша правда превращается в зло, потому что эта правда не лечит людей, она не помогает им, она просто их калечит, она причиняет им боль. Вы высказали правду и чувствуете себя хорошо. Но правда это же как скальпель в руках хирурга, этим скальпелем надо правильно пользоваться. Марина Р. пишет: я считаю, хитрые люди глупые, все рано или поздно становится явным. Да, это точно, вы пишете, хитрые люди глупые. Поначалу хитрые люди не глупые, они очень умные, они действительно способны обмануть даже умных людей и мудрых людей подставить. Потому что когда человек вначале хитрый, хитрость его обманывает. То есть ты получаешь особую силу, у тебя особые способности. У царя Давида был Ахитофел. Человек настолько умный, о нем говорили совет Ахитофела как совет Бога. То есть человек был очень умный. И этот человек, когда Авессалом, сын Давида, восстал против своего отца и большую часть Израиля склонил на свою сторону, царь Давид со своими верными воинами и прислугой, помощниками, они скрылись, убежали. И была опасность, что Давида убьют, и все его войско разгромят. В общем, все было очень плохо. И Давид сказал одному человеку: иди и разрушь совет Ахитофела, потому что совет Ахитофела был как совет Бога. Хитрым был Ахитофел? Да, очень хитрым. Но был ли он глупым? Нет, он не был глупым. И советы, которые он давал, они были настолько мощными, что как будто бы сам Бог тебе говорил. Поэтому, Марина, не всегда хитрые люди – это глупые. Но хитрые люди – это точно опасные люди. Если мы хитрых людей будем считать глупыми, то мы будем считать, что мы умнее, чем они. Почему нельзя воздавать злом за добро? Ты, например, Марина, вы сделали добро, хитрый человек сделал вам зло. Вы опять делаете ему добро, он воздает вам злом. И он делает это так, что вы не можете его критиковать, не получается, да, то есть в глазах других людей он умнее, чем вы. И он результата добивается. В общем, по всему раскладу вы остаетесь при своих интересах, а он достигает своих целей, ему хорошо. И когда становится явным его хитрость, его считают
нужным человеком, а вас ненужным, потому что хитрые люди, они делают так, чтобы у них было все схвачено, за все заплачено. То есть это к тому, что не всегда хитрые люди – это глупые, но хитрые люди всегда опасные. Поэтому, чтобы понять, хитрый ли человек, нужно самому в себе эту хитрость обнаруживать. Хитрость – это когда ты считаешь, что ты умнее других, что ты обманешь и ничего тебе за это не будет, что у тебя есть особый план, и это такой хитрый план, и ты добиваешься результатов, и реально у тебя результаты есть, и ты получаешь какое-то добро. Итак, вопрос остается вопросом, почему люди за добро делают зло. Пишет Мишаня, говорить о коварстве в России просто сотрясать воздух. Нами управляет коррупция, извините за резкость, для чего рассказывать россиянам о добре и зле в другом государстве. Нам надо эмигрировать. Мишаня, я веду прямые эфиры для всех русскоговорящих по всему земному шару. Слушают не только в России, но и во всех странах мира, потому что сообщения пишут из самых разных стран мира. Кстати, напишите, в какой стране вы смотрите трансляцию. Однозначно в Америке слушают, однозначно в Кыргызстане, в Казахстане и России. Просто там есть радиостанции, которые транслируют прямые эфиры «День добрый». Но напишите, в каких еще странах сейчас с утра вы смотрите. Говорить о коварстве в России просто сотрясать воздух. Для одних людей, да, это сотрясение воздуха, для других людей это помощь, для кого-то вдохновение. Просто вы мешаете все в одну кучу. И в каждой стране, прошу прощения, есть люди коварные, для которых ты сотрясаешь воздух. Для других людей это вдохновение, помощь, ободрение. Поэтому не мешайте все в одну кучу, Мишаня. Так же, как Господь Бог не мешает в одну кучу вас лично и ваши грехи. Он это отделяет. Точно так же и вы учитесь отделять у людей, у стран, у компаний зло, которое они делают, грехи их, и их как людей, как компанию, как государство. Нами управляет коррупция, пишет Мишаня. Лично мной не управляет, может быть, вами управляет. Извините за резкость, да, я нормально, это ваше право, как вы хотите, так вы и высказываетесь. Нам надо эмигрировать. Одним надо, другим не надо, Мишаня. Инна пишет, само добро вызывает такую реакцию. А почему добро вызывает реакцию злую? Потому что люди боятся добра. Потому что добро – это свет, а зло – это тьма. Добро освещает, что во тьме находится. А во тьме ты грязный, вонючий, ты такой весь нечесанный, небритый, немытый, ты весь выглядишь непрезентабельно. Поэтому ты начинаешь воздавать злом за добро, потому что вдруг какой-то человек начинает тебе говорить, кто ты на самом деле. У тебя есть шанс исправить, что не так у тебя, но ты начинаешь воздавать злом за добро, потому что человек, оказывается, показал тебе, кто ты есть. Конечно, людям об этом нужно говорить один на один. То есть не надо говорить это при всех людях. Это слишком сильно действительно злит. Пишет Екатерина, от плохих людей помогает мне мысленно поставить стену, учиться у таких людей быть такой, не такие, как они, хотя я себя считаю не идеальной. Спасибо, Екатерина, кстати, очень хорошо мысленно поставить стену, чтобы их зло не проникало в нашу душу. Что помогает поставить эту стену? Когда вы себе говорите, главное, преодолевай злость
потому что она автоматически появляется у тебя. Потому что зло есть в душе каждого человека. Преодолевая раздражение, преодолевая негативные состояния. То есть, когда мы начинаем бороться внутри себя, нам делают плохо, больно, неприятно, и мы начинаем бороться со своими негативными состояниями, автоматически возникает стена, которая защищает нас. И я считаю, что сам Бог эту стену возводит между нами и злыми людьми, потому что Он таким образом дает нам возможность разобраться со своим состоянием, чтобы стать сильным. Денис пишет: может быть, воздает злом за добро тот, у кого ожесточенное сердце? Да. Почему люди ожесточаются? Потому что они не могут изменить то, что пробуют изменить. Они не могут изменить людей злых, и они начинают ожесточаться. Почему человек ожесточается? Потому что долгое время ему приходится терпеть несправедливость, и он ожесточается. Что делать, чтобы не ожесточиться? Учиться любить врагов своих. Учиться любить тех, кто тебе неприятен. Учиться любить – это значит видеть в них людей. Не обзывать их дураками, дебилами, тупыми, не унижать их, хотя они этого заслуживают. Пишет Надя: правда за каждым своя, нет общей правды, каждый прав, правда основывается на личном опыте. Да, у каждого есть своя правда, но есть правда для всех. Вы пишете: нет общей правды. Странно, Надя, что вы так говорите, потому что существует всемирный закон тяготения. Он для всех. Дважды два – 4 – это правда для всех. Или вы с этим не согласны? Только глупые люди с этим будут не соглашаться, скажу я вам прямо. Поэтому нет общей правды. Конечно, она есть. Например, что убивать других людей, это унижать их, это зло. Это общая правда. Изменять, налево ходить, изменять своей любимой женщине, любимому мужчине – это зло, это плохо, это общая правда. Странно, что вы пишете «нет общей правды». Поэтому объясните мне, почему вы так считаете. Если дважды 2 – это 4, это общая правда для всех. И тогда я жду от вас ответа в этом случае, Надя. Либо скажите: ой, извините, я действительно поторопилась, высказалась опрометчиво. Это я хочу вам сейчас, Надя, помочь. Потому что если вы будете стоять на этой позиции, нет общей правды, тогда вы попадете неожиданно в такое положение, когда не почувствуете опасность и не сможете увидеть реальность такой, какая она есть. О, Алла, доброго, бодрого утра всем, пишет. Шалом и вам, шалом алейхем. Алла, сил вам для работы. Надя пишет: абсолютной правды нет. Ну, это потому, что вы не верите в Бога, поэтому да. А я верю в существование Творца неба и земли, во Всевышнего, поэтому, естественно, я верю, что всемирная абсолютная правда существует. Например, Надя, существует камертон. По нему настраивают все музыкальные инструменты. И это правда в музыке. Она абсолютная, она всеобщая для всех музыкальных инструментов. И это тоже еще одно доказательство. Пишет Татьяна: доброе утро, Евгений, спасибо. Она же, Надя, пишет: хитрость тоже рождается в течение жизни. Да, она рождается, ее надо уничтожать или хоронить, или что-нибудь еще в этом духе. Дарья пишет: город Чита, Забайкальский край. О, спасибо большое, это очень приятно. По диким степям Забайкалья, где золото роют в горах.
слышал эти песни с самого детства. Собиралось очень много родственников, потому что мой папа был 12-й, младший сын. Представляете, да, когда собирались все? Это ж не просто дети у родителей, а у этих детей еще дети. А вот эта толпа была. Я помню, спали в ванной, под столами, под столом на кухне, под столами там. В общем, не было места там в коридоре, да, на шубах, валенок под голову. Вся трехкомнатная квартира и родня везде, там, всюду. В тесноте и не в обиде, да. Помню вот это ощущение. Надя в Германии слушает нас, Алексей Лавров из России, Алла из Сибири, Ирина из Сибири, из Латвии Надежда, с Урала Соль я, Таскира из Татарстана, Светлана из России, из Белоруссии Анна, из Филадельфии Наталья, отлично, спасибо. Надя пишет, люди не умеют выкладываться ради другого и боятся этого состояния. Вот это вы верно заметили. Люди не умеют выкладываться ради другого. Значит, надо уметь. Как правильно выкладываться ради другого? Надя, вопрос к вам. Ну и не только к вам, но и к другим. Как правильно нужно выкладываться ради другого человека? Группа Мачете, кстати, сейчас будет исполнять эту песню. Люди, эти слова звучат от души. Здесь нет двойного дна, злого умысла и шифра. Мы совершаем ошибку, разменивая по мелочам нашу жизнь. Изобретая пороки, не извлекая уроки, мы превращаем себя в неменяемых и жестоких. Мы просыпаемся в грязном потоке и отправляемся в море лжи. И в этом путешествии слезы и бедствия, но мы гребем и гребем, несмотря на последствия. Такая наследственность, в каждом есть гений, но рулит посредственность. И здесь трудно остаться собой, за улыбками прячется боль. И как бы все не звучало банально, но мир спасет любовь. Но как же мне хорошо, что я тебя нашел. И смотрю на мир, на этот дикий, как нашел. Надя. Нам повезло с тобой, и это поймет любовь. Главное, что в жизни в этой есть любовь. Спасибо, что не обиделись на меня. Как же мне хорошо, что я тебя нашел. И смотрю на мир, на этот дикий, как нашел. Нам повезло с тобой, и это поймет любовь. Главное, что в жизни в этой есть. Ставьте лайки, да, продвигайте. Бранное поле, каждый из нас свой. И сам выбирает, чего он достоин. Хранить традицию, слушать историю. Или ломать границы и делать историю. И то, и другое, это может быть правильный путь. Разберись спокойно, в чем есть твоя суть. Кто-то любит бриз дальних берегов, кто-то головы врагов. Просто выбери и будь что будет. Цени достоинство, чти небесное воинство. Истина, если ты честен, откроется. Наша жизнь цель перевоплощения. И бойся Бога, это война священная. И если рядом есть та, что сохраняет верность, и ее чистота тебе дает уверенность, значит это любовь. Поздравляю, братка, ныряй в нее, ныряй без остатка. Ну как же мне хорошо, что я тебя нашел. И смотрю на мир, на этот дикий, как нашел. Нам повезло с тобой, и это поймет любовь. Главное,
Продолжайте ставить лайки, делитесь трансляцией. Поддержите меня достигать людей, которым нужна помощь. Спасибо. Нам повезло с тобой, и это поймет любой. Главное, что в жизни в этой есть любовь. Ну как же мне хорошо, что я тебя нашел. И смотрю на мир, на этот дикий, как нашел. Нам повезло с тобой, и это поймет любой. Главное, что в жизни в этой есть любовь. Ну как же мне хорошо, что я тебя нашел. И смотрю на мир, на этот дикий, как нашел. Нам повезло с тобой, и это поймет любой. Главное, что в жизни в этой есть любовь. Прямой эфир «День добрый» продолжается. Мы говорим на тему зло, коварство, хитрость. За зло злом воздать — это еще можно понять. Правда же? То есть тебе делают зло, ты воздаешь злом. Это как-то понятно. Но воздавать за добро злом — это нелогично, правда же? Почему некоторые люди воздают злом за добро? Почему у нас может появляться желание воздать злом за добро? Ведь бывает такое, ты воздал за добро злом. Ну, например, тебе человек сказал правду, а ты его обозвал, типа, заткнись, да сам посмотри на себя. А твое сердце говорит, что тебе сказали правду, тебя покритиковали, это было неприятно. То есть ты воздал злом, потому что тебе было неприятно. Поэтому что делать? Коварное сердце не найдет добра, и лукавый язык попадет в беду. Люди с коварным сердцем – это хитрые люди. Они считают, что у них есть особые планы, хитрые планы. Они смогут обыграть, объегорить. Это люди, которые считают себя хитрее, умнее других. Они считают, что смогут обманывать изощренно. И действительно, они делают это так, что просто вот диву даешься, как у них это получается. И при этом им ничего не будет. И действительно, коварные люди, вначале им ничего нет. Они сделали зло, другие пострадали, о них даже и не догадались, что это коварные люди, или узнали о них, а из них взятки гладкие, они такие вышли чистыми из воды. Такие люди думают, что они обманывать могут и добро будут иметь. То есть, но закон говорит, что человек с коварным сердцем не найдет добра. Не найдет он добра. То есть не найдет он настоящего счастья, настоящей радости, настоящей любви, настоящей дружбы. Ничего настоящего он не найдет. Люди с коварным сердцем хотят делать все, что они хотят, и при этом ничего плохого не иметь, и иметь все, что они хотят. Ничего настоящего они в своей жизни не найдут. Вот что происходит с ними. Пишет нам Мишаня. Весь капитал России создан на криминале, на обмане. Все дела решаются через взятки. О каком добре речь? То есть живи мирно и радуйся тому кнуту, которым тебя погоняют. Мишаня, я создал свое ИП, то есть стал индивидуальным предпринимателем в 2014 году. То есть уже 8 лет существует мое ИП в России. И это в каком-то смысле предпринимательство. Это капитал, который я создаю для России. Я веду прямые эфиры, это тоже капитал, который я создаю для России, для всех людей в этом мире, но в частности для тех, кто в России. И я создаю его не на криминале, и не на обмане, и не на взятках.
Почему вы, Мишаня, все мешаете в кучу? Мой папа, мой брат, я точно знаю, они тоже создают капитал для своей страны. Но они не создают его на взятках, на криминале, на обмане. Все дела решаются через взятки, пишете вы. Нет. Моя жена, за которую я заплатил, она хотела получить права, как в Москве. Выучилась, все, мы заплатили, она стала сдавать экзамен, и ей стали намекать, если вы не дадите взятку, то экзамен не сдадите. Мы приняли решение не давать взятку, и она не получила права. Да, мы потеряли, нам было грустно. Мы за то, что делаем добро, заплатили. Но Бог нас благословляет. Мы спим спокойно, и у нас есть силы хранить мир в семье. И я уверен, если бы мы дали взятку, нам бы с каким-то злом в семье и в отношениях было бы сложнее бороться. Поэтому не все дела решаются через взятку. Вы мешаете все в кучу. А еще вы говорите, о каком добре речь? Речь идет о добре от вас, Мишаня. Вы учитесь делать добро в мире, где много зла. Вы учитесь любить своих врагов, прощать их. Вы пишете, то есть живи мирно, радуйся тому кнуту, которым тебя погоняют. Меня лично пытаются погонять кнутом, но это не получается. Потому что в первую очередь я отвечаю пред Господом Богом. И в первую очередь Он для меня является главным авторитетом. Но Он мне говорит, не унижая власть имущих, начальство, не проклинай их, потому что это мой суд, я воздам, говорит Бог, я буду с ними разбираться, кто делает зло. А ты не делай зла тому, кто делает явное зло. Поэтому, Мишаня, вы тоже будете делать зло, вы станете посредником, проводником зла, если будете придерживаться той позиции, которую вы придерживаетесь, потому что у вас жуткая обида, негодование, гнев, раздражение, и вы с этими состояниями не боретесь, вы настолько из-за этого ослабеете, что зло начнет управлять вами. У вас просто не будет сил противостоять злу. Понимаете, о чем речь? Пишет Алла, добро иногда рассматривается как слабость. В классике есть пример князь Мышкин, как известно, его назвали идиотом. Добро из категории выбора, а вот доброта – чувство врожденное. Да, у человека врожденное чувство понимания правильного, добро, свет, вот все хорошее в человеческих генах это есть, потому что Бог создал человека правильным. Но дал людям свободу выбора делать, что они хотят. И люди выбирают уже. Но и доброта, и добро, и светлое, и ясное, понятное, правильное, все это вложено в гены человека. Но это не предопределяет его поведение. Человек сам принимает решение, как поступать. Пишет Алла. Злые, потому что завистливые. Я ждал этого ответа, потому что я знаю, что люди, которые воздают нам за наше добро злом, они завидуют нам. Завидуют, потому что не имеют то, чего мы имеем. Но если бы они поняли, как тяжело нам досталось то, что мы имеем, я навсегда запомнил, когда человек позвонил в прямой эфир мне, это было лет 7 назад, говорит: Евгений, мне очень нравится, чего вы достигли. Это так здорово, то, что вы делаете. Но я понимаю, какой путь вы прошли непростой, чтобы этого достичь. И я понимаю, что я бы не хотел этим путем пройти. Когда человек достигает чего-то выдающегося, какую-то силу, успех, то это всегда этому предшествует какой-то очень непростой и тяжелый путь. И скорее всего, что этим путем вы бы не согласились пройти, потому что это путь очень трудный и тяжелый. И то, чего я достиг на сегодняшний день, вот я, да, Евгений, я достиг этого через многие проблемы, тяжелые всякие испытания,
и прочие сложности жизни. И поэтому завистливые люди – это те, кто не хотят нести свой крест. Это те, кто не хотят решать проблемы в своей жизни. Они просто хотят либо легко, просто, без усилий получить то, что ты имеешь. И тогда зло начинает управлять ими, и они начинают воздавать за твое добро злом. Тогда вопрос другой. Когда нам воздают за наше добро злом, что надо делать? Как нужно себя вести, когда за ваше добро вам воздают злом? Пишет Наталья, кто отвечает на добро злом, это, конечно, неправильно, люди разные, это неприятно, от таких надо подальше, пусть общаются с такими же, друг друга съедают и в конце концов должны друг друга уничтожить. Так нет, лезут к добрым, хорошим людям. Поэтому злых людей обязательно нужно ставить на место, обязательно их нужно наказывать, но делать это не унижая их как людей. Мишаня пишет, те, кто хоть немного знают историю, понимают, что мирным путем никогда власть не менялась, а разговорами люди не помогут сами себе. Почему же? Мирным путем власть менялась и переходила, например, в Великобритании. Власть давно мирным путем меняется. Да, и там выборы происходят, и власть меняется. От Давида к Соломону, от Соломона к его сыну власть передавалась без войны, мирным путем. Это вы историю, Мишаня, не знаете. Вы просто из истории берете то, что удобно вам. Чтобы оправдать свое негодование, вы замечаете только то, что вы хотите заметить. То есть вы смотрите не объективно на историю. Вы берете только то, что соответствует вашему нынешнему состоянию раздражения. Вы раздражены, вы в негодовании, гневе. И вы понимаете, это вами управляет. Вот эти состояния негативные управляют вами, поэтому вы так начинаете комментировать. Оксана пишет, вся власть нам по грехам. Не согласен с вами. Есть власть, которая по грехам, а есть власть, которая не по грехам. Пишет злодей мерзкий, так себя назвал человек. Добрый день, как быть маме, сестры, как быть маме, сестры обманывают, пришлось с ними контакт разорвать, я все равно за ними скучаю. Если они обманывают, вам нужно один на один с ними поговорить, с каждой из них отдельно, посмотреть, будут ли они признавать этот обман. Если они его не признают, то взять свидетелей, при свидетелях с ними поговорить. Если они не признаются при свидетелях, сказать об этом прилюдно, чтобы об этом узнали, возможно, соседи, их коллеги по работе или кто там еще из окружающих, их подруги. Если они тогда не признают, тогда, знаете, на дистанцию от них уйти и отодвинуться от них, но не забывать, не ставить на них крест навсегда. Пишет нам Ирина, добро с кулаками для вас приемлемо? Конечно. У добра есть кулаки, есть меч, чтобы наказывать тех, кто несправедливо поступает. Но мечом надо правильно пользоваться. Наталья пишет, всегда было зло и добро. Черное и белое, плюс и минус. От этого никуда не деться. Просто общаться с теми, с кем комфортно, а не быть жертвой. Каждый выбирает все себе по душе. Спасибо, Наталья. Согласен. Но не согласен с тем, что
просто общаться с теми, с кем комфортно. Надо общаться со всеми, и с кем комфортно, и с кем некомфортно. Я, например, общаюсь в трансляциях и с теми, с кем мне комфортно, кто меня уважает, и я их уважаю. Но также я учусь, прошу прощения, общаться с теми, с кем мне некомфортно, кто меня не уважает, и я учусь все-таки их уважать, потому что они созданы по образу Творца Всевышнего, поэтому я уважаю их хотя бы за это, но я создаю им дискомфортное состояние, чтобы дать им шанс исправиться. Людмила пишет: слушаю, очень многое узнаю, спасибо огромное. Спасибо вам. Валентина пишет: если человек помогает в трудной ситуации, это как и троеточие. Да, надо поступать с окружающими людьми так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой. Пишет Надя: спасибо, что прокорректировали меня. Надя, от всей души. Алла пишет: очень полезные эфиры. Спасибо, очень рад. Оксана пишет: да, достойно в нищете жить можно. Но жить в нищете надо уметь, конечно, но старайтесь выбраться из этого состояния. Надя пишет: абсолютного добра не представляю. Оно есть, в это надо верить и учиться делать добро, особенно когда нам делают зло. Людмила пишет: только доброта спасет мир. Зла и так много в нашей жизни. Согласен. Александр пишет: все верно, злом нельзя платить бумерангом, зло вернется к самому себе. Поэтому злом на зло отвечать не надо, но у добра есть кулаки, есть меч, и этим мечом нужно правильно пользоваться. Людмила пишет: а лучше ничего не надо, молчи, не надо ни добра, ни зла, правильно. Нет, я не согласен с вами, Людмила. Молчать нельзя, когда творится зло, но со злом нужно правильно воевать. Люба пишет: доброе утро, хожу в фитнес-зал и узнаю, что нашего тренера уволили. Не угоден, высказала свое мнение, переживаю. Да, поэтому правду надо еще уметь говорить. Добро надо делать мудро, как змеи. На добро будьте рассудительны, и на добро будьте мудры, как змеи. То есть, чтобы добро делать правильно, этому надо еще поучиться. Это зло делать, знаете, особо ума не надо. А вот чтобы сделать добро правильно, это искусство. Пишет Джин: если зло на добро отвечают, инициатива творить добро пропадает. Да, понимаю вас. Она же, Джин, пишет: если кто-то не ценит добро, сделанное в его сторону, то пусть тогда получает то, что заслужил. И он точно это получит. Есть, конечно, случаи, пишет Джин, что человек меняет свое отношение, когда ему добром на причиненное зло причиняет, но чаще это исключение, чем закономерность. Почему на зло надо отвечать добром? Чтобы зло не управляло тобой, отвечай добром. У добра больше сил, чем у зла. И надо научиться правильно делать добро. Чтобы почувствовать силу добра, надо научиться добро делать правильно. На этом мы заканчиваем первый час эфира. Во втором часе поговорим на другую тему. Зло делает так, чтобы человек вначале ощутил себя особо сильным. То есть ты начинаешь делать зло, и ты чувствуешь особую силу. Но зло обманывает, и человеку, который делает зло, только кажется, что он сильный, хотя на самом деле он слабеет и становится слабым. Но он действует как будто сильный, и в итоге неожиданно проигрывает, терпит поражение, теряет все, что было. Во втором часе поговорим на тему страх, обида и гнев в отношениях. Меня зовут Евгений Сарапулов, я профессиональный психолог. И, как вы знаете, верю во Всевышнего Творца неба и земли. Это мое мировоззренческое убеждение.
До встречи во втором часе. Ставим лайки. Верен мир своей природе до скончания лет. На рассвете тьма уходит, ибо свет рождает свет. Свет рождает свет. 100 мелодий стихли вроде, тишина в ответ. Но под утро тьма уходит, ибо свет рождает свет. Свет рождает свет. Мир опять сошел с ума, и лишь одно спасет его. Свет рождает свет, а тьма не рождает ничего. На небесный пароход выпал нам с тобой билет. Он уходит на восход, туда, где свет рождает свет. Свет рождает свет. Мир опять сошел с ума, и лишь одно спасет 40 раз, его. да. Свет рождает свет, а тьма не рождает ничего. На небесный пароход Выпал нам с тобой билет. Он уходит на восход, туда, где свет рождает свет. Свет рождает свет. Мое здоровье принадлежит не только мне, но и вам. Максимов, здоровье нормальное. Слежу за собой. Повесил свой сюртук на спинку стула музыкант. Расправил нервной рукой на шее черный бант. Подойди скорей поближе, чтобы лучше слышать. Если ты еще не слишком пьян, о несчастных и счастливых, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови.
тебя шумят дела, бегут твои года. Зачем явился ты на свет? Ты помнил не всегда. Звуки скрипки, все живое, скрытое в тебе разбудят, если ты еще не слишком пьян. А несчастный и счастливый, о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Что творится, что творилось на твоей земле, все в этой музыке ты только улови. Устала скрипка, хоть кого создарят боль и страх. Устал скрипач, Спасибо за лайки. вина, лишь горечь на губах. И ушел, не попрощавшись, позабыв немой футляр. Словно был старик сегодня пьян, а мелодия осталась ветерком в листве среди людского шума, еле уловима. А несчастный Марина, и да счастливый, нормально, я на вас не обижаюсь. о добре и зле, о лютой ненависти и святой любви. Мне вообще есть всегда от чего расстраиваться. И всегда есть от чего радоваться. Вот всегда. Любовь Бавыкина, доброе утро. Так, скоро начинаем второй час. Больше поводов для радости. Поводов... Спасибо. Станьте вы поводом для радости моей. И вы стали, кстати. Ставите лайки, это повод для моей радости. Катя, как у меня дела? Нормально. Да, вчера очень хорошее дело решилось. Прямой эфир «День добрый» продолжается второй час. В нем говорим о страхах, обидах, гневе в отношениях. Эту тему я взял из сообщения одной женщины. Она написала: у меня страх, обида, гнев. Кажется, что все, крах. Возможно, даже и депрессия. Слезы сами льются произвольно. Не знаю, как быть. Когда в отношениях так стало все плохо, что возник страх, обида и гнев, вот вместе все эти состояния, оно действительно ощущение, что тебя сейчас раздавит и ничего от тебя не останется. Такое ощущение действительно есть, и когда мы любим другого человека, мы через эти состояния вынуждены будем проходить, потому что мы не идеальные, несовершенные. И даже когда мы не хотим делать плохо своему близкому человеку, мы будем это делать непроизвольно, не желая того.
А любовь, она помогает это признавать, извлекать из этого правильные уроки и учиться любить дальше. Любовь – это самый главный учитель в школе жизни. Это, можно сказать, директор школы жизни и зауч. Хотя нет, директором в школе жизни является любовь, заучем является Надежда. Или кто является завучем в школе жизни, как вы считаете? Просто так возникли мысли, взлетели высоко, разбились об асфальт, ветер подхватил и, не жалея сил, остатки впечатлений унес, не сбросил. Просто так, волной воспоминаний унесет меня, не желая знать признаний в тихом городе, в тихом омуте, где капканами раскинуты чужие похоти. Песня о любви, которой не было, о любви, в которой было бы, Все, о чем давно мечтаешь ты, чего бы так хотела ты. Песня о любви, которой не было, о любви, в которой было бы, все, о чем бы не мечтала ты. о чем бы не подумал ты. Просто так, обернувшись счастьем, просто так, простужена ненастьем, все поймешь и придешь, но как бы ни старалась, меня не найдешь. Через миг горячим кофе согреет руки и теплой кофтой запрячет душу от зимней стужи и бережет тебя от разных подлостей, глупостей. Песня о любви, которой не было, о любви, в которой было бы, все, о чем бы не мечтала ты. О чем бы не подумал Жалюзи не помешают, да. Не хотите спонсировать? Не было, о любви, в которой было бы, все, о чем давно мечтаешь ты. чего бы так хотела ты. Песня о любви, которой не было, о любви, в которой было бы, Все, о чем давно мечтаешь ты. чего бы так хотела ты. Песня Что-то здесь красным загорелось в 8:05. Warning, title update failed, output 2. Ясно? Прямой эфир, день добрый, продолжается. Страх, обида, гнев. На самом деле, хотя это негативное состояние, но это признаки, что в вашей душе и в теле происходят активные изменения. То есть происходит процесс адаптации. Вам необходимо проявить терпение без злости, делая то, что можете, и в вашем разуме появятся мысли, что и как делать эффективнее. Страх, обида
гнев, воспринимайте это как борьба внутри вас, чтобы произошла адаптация. Вам надо проявить терпение, не срываться, не делать зло какое-то. И тогда ваш разум просветлеет, и вы начнете понимать, как действовать эффективно. Вначале нужно набраться терпения, чтобы преодолеть раздражение, которое есть в вашей душе. И тогда энергию от страха, энергию от обиды и гнева вы сможете направить туда, в созидательное русло. То есть вы сможете управлять этой силой. Так, секундочку. Надо разделять здесь. Я переключаюсь там. Ну-ка, если- Не очень, ну ладно, в следующий раз. И еще страх есть полезный и есть вредный страх. Полезный страх помогает вам преодолевать трудности, он помогает вам концентрироваться, проявлять смелость, рисковать разумно, анализировать оперативно происходящее. А вот вредный страх, наоборот, мешает действовать. Он вводит вас в состояние ступора, внушает вам состояние безнадежности. Вот что происходит с нами. Бесполезный страх, вредный, внушает состояние безнадежности. В отношениях нужно управлять страхом, чтобы он не управлял вами. Напишите, чего вы боитесь в отношениях, что вам изменит любимый, что может произойти, чего вы боитесь в отношениях с близкими людьми. А пока я отвечу на сообщение, пишет нам Людмила: лучше ничего не надо, молчи, не надо ни добра, ни зла. Нет, молчать не надо всегда, порой надо помолчать, а потом говорить. Пишет злодей мерзкий, как при свидетелях говорит, если нас учили ссор из избы не выносить. Но вначале поэтому нужно в избу зайти лично, при закрытых дверях поговорить. Если человек не вразумляется, тогда пригласить свидетеля. Если со свидетелем не вразумляется, тогда на общественный суд. И если на общественном суде он противится и не признается, ну тогда его уже, знаете, к позорному столбу. Лидия пишет: если я для родственников делаю добро, но злоба, зависть, как же можно все время мне унижаться и прощать? Они не понимают добра и отвечают злом. Ну так перестаньте делать им то, что вы делали. То есть вы им помогали, перестаньте помогать. Скажите: готова помочь, если вы начнете меняться. Готова вам дать денег, готова вас поддержать, если начнете работать над собой. Например, так. Надя пишет: если помог, то это делаешь для себя. Да. Хочешь пожинать добро, делай добро. Людмила пишет: работайте в Боге, Бог работает в вас. Это такая общая фраза: работаете в Боге. Расшифруйте ее, Людмила, что она означает на практике. Алешка пишет: все, кто хочет сбежать из страны, по сути элементарные трусы и не понимают, что куда бы они ни сбежали от себя и своей трусости не убежать. Это не касается тех, кто уезжает по объективным причинам, например, болезнь ребенка и так далее. Ну, одни сбегают, потому что трусы, другие сбегают, потому что, наоборот, смелые. Иногда опасно жить в том месте, где тебя могут лишить всего, и общество лишится того, что ты делал для общества, потому что в этом обществе зло процветает, и пока оно управляет.
Дмитрий пишет, в какой стране мира зло сейчас достигло максимальной концентрации? Зло бывает открытым и скрытым. Там, где творится убийство буквальное, зло явное, оно вот так вот выпячивает себя. Но более опасным является зло, которое ты не видишь. Поэтому зло, настоящее опасное зло, оно внешне себя проявляет как добро. Все хорошо, там все нормально, поэтому концентрация зла с точки зрения вашей, она в одной стороне мира. С точки зрения Бога, она может быть совершенно в другой стране мира. И однажды пророк Даниил, он был премьер-министром в то время, хотя он из пленных евреев, но настолько Бог дал ему мудрости, что это заметил царь, его свита, его избрали. Он был выдающимся человеком, и этот пророк Даниил молился о своем народе, о себе, и долго он молился, несколько месяцев вроде бы. Спустя долгое время к нему является архангел Гавриил, кажется, или Михаил, точно не помню, простите, и говорит ему: Даниил, твои молитвы давно были услышаны, еще с первого дня, когда ты только положил на сердце своем молиться. Но я не мог к тебе прийти долгое время, потому что противостоял князю тьмы, который господствует над определенной территорией на земле. Поэтому мне пришлось с ним биться, в общем, вести войну. И вот спустя определенное время, когда военные действия в духовном мире прекратились, я пришел к тебе. Поэтому концентрация зла порой происходит в стороне, где вроде бы кажется более-менее хорошо или вообще кажется хорошо. Но там зло, оно строит планы, а внешне оно проявляет себя там в каком-то другой части мира. Поэтому, смотря как вы понимаете, что такое зло, Дмитрий, Елена пишет: доброе утро. И, кстати, вот заканчивая эту историю с архангелом Михаилом или Гавриилом, который к Даниилу прилетел, то место, где он сражался с ангелом тьмы, то место могло внешне выглядеть вполне себе мирным, таким нормальным, если чисто по-человечески смотреть. А там, где молился Даниил, он молился о территории, где все было разрушено, и вообще был полный кошмар. И, казалось бы, концентрация зла, где все жутко разрушено. Нет. Бог иногда говорит: не туда смотришь. Концентрация зла в другом месте. Елена пишет: доброе утро. Нужно задавать правильные вопросы. Зло не имеет ума. Отличная мысль, Елена. И Елена продолжает: задавая вопрос, мы, может быть, включим разум. Без добра и уважения не достучаться. Добро должно иметь много знаний. Прекрасно. Правда, когда человеку злому задаешь вопросы, его может это еще больше разозлить. Поэтому надо задавать еще правильно вопросы человеку, потому что ты своими вопросами можешь загнать его в угол. Своими вопросами ты можешь такую ответственность на него возложить, что он тебя еще больше возненавидит. Искусство делать добро, следовательно, искусство задавать вопросы, это то, чему надо учиться. А у меня вопрос к нашей аудитории. Как вы разговариваете со злыми людьми, чтобы они стали успокаиваться? Как нужно влиять на злых людей, чтобы зла у них стало поменьше, чтобы они стали, более вменяемыми, более способными слышать вас?
Марина Р. задает вопрос. Это правда, что вы общаетесь с теми, с кем некомфортно? Конечно, Марина, потому что я психолог, я обязан общаться с теми, с кем мне некомфортно, но кому нужна помощь. Так. Джин пишет, если злом на добро отвечают, инициатива творить добро пропадает. Если кто-то не ценит добро, сделанное в его сторону, то пусть тогда получает то, что заслужил. Разве не справедливо? Конечно, справедливо. И он пожнет за свое зло, хлебнет. Я консультирую разных людей. Уже второй год консультирую одного человека. Он целый год проявлял терпение по отношению к близкому человеку. И тот близкий человек изощренно делал зло. В конечном итоге на второй год он начал хлебать последствия так, что мама не горюй. И это только начало. И вот этот человек, которого я консультировал, он говорит, мне хотелось отомстить, мне хотелось такое высказать, мне хотелось, я говорю, я понимаю, но вы проявляли выдержку, терпение, вы учились любить этого человека. Он говорит, как было непросто, но я сейчас смотрю, что начинает происходить в жизни моего близкого человека, который столько мне зла делал, и я жалею его, потому что это кошмар. Не дай Бог такую чашу страданий испить. А эта чаша страданий только как бы преподнесена этому человеку, и он будет пить эту чашу страданий, и никуда он уже не денется. Алешка пишет, а я расстраиваюсь только по факту расстройства, а радуюсь просто так. И мы рады за вас, Алексей. Максим Ф. пишет, при печали сердце становится чище. Если эту печаль мы правильно переносим, нужно правильно печалиться. Например, когда вам делают больно, вам плохо и хочется отомстить, воздать, направьте свою энергию негодования на какие-то созидательные цели. Помойте полы, решите какие-то задачи, научитесь играть на гитаре. То есть направьте эту энергию, которая возникает из-за негативной реакции у вас, на что-то созидательное, на что-то конструктивное. И это означает правильно печалиться. А как вы считаете, как надо правильно грустить и печалиться? Джин считает, что пресекать попытки обесценивать добро нужно стараться так, чтобы сохранить прежние отношения. Сохранять шанс на их восстановление, если уже отношения подпорчены. Злом отвечать на зло легче, чем проявить сострадание. Да, это точно. Но сострадание нужно проявлять к человеку так, чтобы он не сел вам на шею. Сострадать человеку нужно так, чтобы он вашим добром не пользовался, как он хотел. Нужно делать добро человеку и учить его правильно пользоваться добром. А как вы в своей жизни учите людей, которым вы делаете добро, правильно пользоваться этим добром? Рамзиль, салам. Сообщение от Джин. Есть рациональный страх. Точнее, Максим Ф. вначале написал. Когда приходит гнев, надо уединиться и утешиться, как правильно любовь быстро занимает место гнева. Уединиться и утешиться. Прийти в состояние покоя. Согласен. Но порой вы живете в одной квартире, уединиться невозможно. Поэтому нужно уметь внутри себя, в душе находить покой. Однажды Христос вместе с учениками плыли ночью через озеро, Генесарецкое, видимо, да? И там был шторм.
Этот шторм заливал волнами лодку. Христос на корме спал. Ученики в панике подбегают к нему. Учитель, учитель, тебе разве дела нет, что мы тонем? Мы погибаем. Он проснулся, говорит, что вы маловерные, так паникуете. То есть он спал, когда они видели смертельную опасность. Как? Как приходить к покою, когда вокруг ядерная война? Как внутри, в душе приходить к покою, когда муж ведет себя как маньяк какой-то? Как иметь покой внутри, когда вокруг жуткий хаос происходит? Поделитесь вашими лайфхаками жизни. Что вы делаете, когда нет возможности физически уединиться, утешиться, но надо прийти к внутреннему покою в эпицентре? Сообщение от Джин. Есть рациональный страх, а есть иррациональный. Обоснованный страх – это защитная реакция. Иррациональный враг действия. Ну, не совсем я согласен. Иррациональный страх – это тот, который мы не понимаем. Рациональный мы понимаем. Но иррациональный страх бывает тоже, это как интуитивно ты догадываешься о приближающейся опасности. И в этом смысле интуиция может помочь тебе. И ты можешь заранее подготовиться к опасности. Но чтобы интуиция работала правильно, нужно извлекать правильные уроки из ошибок. Нужно признавать ошибки свои и смотреть на историю. В истории очень много уроков, и надо эти уроки просто извлекать из истории. Тогда не то, что ты минуешь опасность, но ты подготовишься к опасности, чтобы пройти сквозь нее, пережить ее. А возникает вопрос, почему история нас учит, преподносит уроки, ведь все же возвращается на круги своя, и цикличность истории, то есть что было, то и делается, но почему мы не извлекаем правильных уроков из истории? Ведь она многолетняя, уже сколько тысячелетий. Почему нам не удается извлекать уроки из истории своей семьи, своего народа, человечества? Я столько вопросов сегодня задаю, да? Можете на них не отвечать. Если ответите, хорошо. Пишет Марина Р. Измены не боюсь, боюсь только вранья. Понятно. И что вы делаете с этим страхом? Как он вам помогает? То есть правильный страх помогает нам преодолеть то, чего мы боимся. То есть правильный страх поможет вам преодолеть вранье. То есть когда вам врут. Вы подготовитесь к этому, вы сможете правильно воспринимать поведение человека, который вам врет. Наталья пишет, в отношениях с близкими людьми не люблю ложь, неуважение и хамство. Но все нормальные люди этого не любят. Макс Юрьевич пишет, еще помню, отец говорил, бойтесь гнева терпеливых людей. О да, бойтесь гнева терпеливых людей. Это точно. Так, прошу прощения, я думал, у нас прозвучит песня, но ее, оказывается, в моей базе нет. Я включил, а ее тютю. Вот это да. Ну ладно, что ж поделаешь. Тогда пусть будет песня «Слишком честно» в исполнении группы «Кватро».
ставим лайки, делимся трансляцией. Поддержка есть ли такая, да? Это слишком честно, рифмовать как дети. Это слишком часто, целовать запястья. Ты как будто странник на моей планете. И в тебе одной лишь есть ключи от счастья. От того ты стоишь миллион раз больше. От того так сильно тебя любят звезды. Если обняла, то обнимай подольше. И пускай от счастья только льются слезы. Я лежу и слушаю, о чем ты дышишь. Время плавно тянет нашу ночь к рассвету. Барабанит осень по московским крышам. Не плевать на прошлое, ведь нас там нету. До тебя я видел, сколько стоит горе и остывший чай без любви и ласки. Дарья У Клен. меня мечта жить с тобой у моря и самим писать нашим детям сказки. Стань мне смыслом, ты мой космос, ты мой атлас, звезды из тысяч. Наши мысли ищут правды, буду силой твоей рядом. Спасибо за лайки. Наталья Дудырина, Дарья Клен. Прямой эфир, день добрый. Я ведущий Евгений Сарапулов. Говорим о страхе, обидах и гневе в отношениях. Так, по этой теме я эту тему начал, потому что было сообщение от одной женщины. Так вот, возможно, вашему близкому человеку удобно вами управлять и манипулировать, когда вы в страхе. Но если он так поступает, значит, он уязвим, не уверен в себе, не хочет, чтобы это понимали другие. Когда человек слабый и не хочет, чтобы это видели другие, он других делает слабыми. Вот так. Бывает, близкий человек сам боится и других заражает своим состоянием. Почему он боится? Чего именно он боится? Боится, что о нем узнают, кто он такой на самом деле. Он и сам-то себя боится. Не признается себе в том, что есть на самом деле. Сообщение у нас от от Людмилы. Страх за сына, пока писала. Вы уже ответили на мой вопрос. Спасибо. Спасибо и вам. Очень приятно, здорово, когда так получается.
Пишет Афродита, что делать со склочными женщинами? Дома моя квартира, та квартирантка, долевые комнаты, это собственник должен сменить такую квартирантку, всем покоя не дает, еще у того собственника долги в сумме примерно 400 тысяч рублей, он сдавал с согласием, но есть какие-то инциденты, пьянство от квартирантки его, пьянство со стороны квартирантки, и в пьяном виде начинает лить грязь на всех живущих. Да, надо попытаться поменять место жительства, если есть возможность. Если нет возможности, нужно научиться преодолевать раздражение на этих людей. Раздражение сильное. Воспринимайте это как фитнес-зал, в котором вы тренируете свой характер, свою волю, свои чувства, эмоции, и вы можете закалиться настолько, что вас уже не будет раздражать, ничего, да, в этой жизни. Любовь не раздражается. У вас есть возможность хорошо, качественно потренироваться. И мне кажется, тогда у вас появится особое понимание этой атмосферы и особая сила влияния на них. И, возможно, Господь Бог даст вам шанс уехать оттуда, и будет у вас еще лучше. А может быть, у вас появится особая сила так влиять на них, что они начнут хотеть меняться. Пишет Джин. Согласна. Можно спровоцировать делать зло, а можно поощрять делать добро. Угу. Денис пишет, разговаривать как с маленькими детьми, с теми, кто делает зло. Главное, чтобы они этого не поняли, а то разозлятся еще больше. Наталья пишет, злых людей надо успокаивать улыбкой и позитивной речью. Иногда, Наталья, это работает, а иногда это их еще больше злит. Марина пишет, хорошо, особенно если говорить некомфортному, что в нем не нравится. Когда мы кому-то говорим что-то неприятное, этого человека надо и поощрять сразу. Когда я неприятные вещи говорю троллям, моим недоброжелателям, я всегда стараюсь замечать, когда они поступают хорошо, ведут себя хорошо, чтобы отметить это прилюдно и поощрить их за это, чтобы действительно сделать им добро. Елена пишет, я отвлекаю себя интересной для себя информацией, радио, музыка, книги. И если возможно, делюсь этим с теми, с кем обострена ситуация. Если они не подключаются, прекращаю общение на острые темы и жду их готовности изменить тему. Меняю тему и при успокоении обсудить случившийся конфликт в более спокойной обстановке один раз. Когда нет возможности уединиться, можно пойти на прогулку, в спортзал, кино, магазин и тому подобное. Что мне очень нравится, Елена, в вашем большом комментарии, вы ищете. Я знаю Елену лично, скажу вам, это человек, который ищет. И она, пока ищет, как сказано, ищущий правды разумеет все, ищущий Бога разумеет все. То есть не тот, кто знает все, разумеет все, а тот, кто ищет. Ищите, и вы найдете. Это закон жизни для всех. Только ищите правильных вещей. Экспериментируйте, пробуйте. Если не получается, ошибки, признавайте их, исправляйте. Умные люди будут вас только еще больше за это уважать. Ну а ищущие повод, они будут этих моментов ждать, чтобы вас уколоть, унизить, еще больше на вас надавить. Что ж, воспринимайте их отношение к вам как фитнес-центр. Они для вас тренажеры. Прокачивайте свой характер, свою волю, свои эмоции, свои чувства и становитесь непрошибаемым добром. Пишет Марина, мне помогает только анализ, почему человек врет. Иногда этот анализ открывает такую правду,
что это еще больше тебя сводит с ума. Ты вдруг понимаешь, насколько изощренно твой близкий, любимый человек действовал. И тебя еще больше от него тошнит. Порой эту правду лучше даже и не знать. Когда люди приходят ко мне на консультацию, я им говорю: давайте я разделю с вами эту правду. Что-то вам лучше и не знать. Не стремитесь узнать всю правду о любимом человеке. Поверьте, вы натолкнетесь на такое, что, может быть, не сможете переварить. И вам будет очень больно, это надолго сохранит какие-то неприятные чувства в вашей душе. Молитесь Богу, чтобы Он открыл вам то, что вам надо знать. Что не надо, не копайтесь там, не ройте, не анализируйте. Пишет Наталья: со злыми людьми надо говорить все равно с улыбкой, с юмором, подзадорить его, кинуть леща, и человек все равно потом отойдет, отстает, и все нормализуется. Ну, в принципе, да, по большому счету надо просто найти какую-то вкусняшку для него или отвлечь его, потому что злые люди, они на самом деле такие очень уязвимые, и их внимание легко переключить. Но просто надо научиться это делать. А со злыми людьми ничего не хочется делать. Хочется заткнуть им рот, хочется пенделя. А пошел отсюда, да. И это очень сложно преодолеть негатив по отношению к злым людям, потому что они реальное зло делают нам. Пишет Светлана: это только кажется, что все повторяется и опять выходит на круги своя. Даже в истории России в каждой эпохе не повторяющиеся обстоятельства тех или иных событий. Время истории все обновляет, мчит вперед. Но все-таки история повторяется. Все возвращается на круги своя. Что было, то и будет, что делалось, то и будет делаться. Цикличность истории – это все законы на все времена. Поэтому, Светлана, почему вы эти законы как-то не принимаете? Они же есть. Может быть, это мешает вам. Может быть, таким образом, не принимая законы, вы обезболиваете себя. Ведь проблема с законами в чем? Если ты узнаешь закон, его суть, на тебя накладывается ответственность исполнять этот закон. Если ты его не исполняешь, то тогда за эту ответственность Господь Бог, люди с тебя спрашивают. И лучше, да, кажется, не брать эту ответственность на себя, лучше не знать, но тогда ты от реальности отрываешься. Итак, бывает, близкий человек сам боится и других заражает своим состоянием. Если из-за страха и обиды кажется, что все, крах, значит, страх вредный. Накрутил вас кто-то, или вы сами себя накрутили. Гнев бывает понятен. Но лучше до этого состояния не доходить. А если проявлять гнев, если вам кажется, что надо это сделать, то четко продумайте, почему вы решили проявить этот гнев. И как правильно управлять этим гневом. То есть, если уж вы решили сжечь дом, то надо понимать, зачем вы это делаете, почему это лучший вариант. То есть, нужно продумать. Гнев – это как огонь. Огонь, который как стихия, да. И бывает, поджигают траву, лес, и самовозгорание в природе возникает, потому что так лес самоочищается. Вот так же и гнев. Бывает, он полезен, но надо очень четко продумать, как вы будете им пользоваться. Ой, так, что, где, чего? Ага, нужно отключить один канал.
У нас сообщение от Дарьи. У моей мамы был однокурсник, который от любого конфликта уходил фразой «ну это не разговор». Да, хорошая фраза, хороший способ, но если он единственный, тогда это будет даже мешать. Надо иметь разные способы и придумывать еще дополнительные. Я, кстати, как психолог, оказываю помощь тем, что нахожу разные способы решения проблемы для человека. Или по-другому использовать знакомый способ, который использует человек. Наталья пишет, подальше держаться от злых надо. Согласен, но держаться подальше от злых для того, чтобы восстановить силы, определиться как и что, и потом приблизиться к злым. Потому что злыми могут быть ваши начальники, люди, от которых вы зависите, ваши близкие, дети, муж, жена, папа, мама. И с ними же надо жить, поэтому подальше держаться, чтобы потом приблизиться. Вы понимаете, да? Потому что если вы подальше держаться, это ваша стратегия главная, это будет как бы наполовину работающий способ. Эффект будет незначительный. Владимир пишет, меньше знаешь, лучше спишь. Согласен, но все-таки правду надо знать. Не всю, по чуть-чуть. Все-таки ее надо узнавать. Ну, согласитесь. Порой, пока ты не узнал правду, ты уснуть не можешь. Поэтому весь вопрос в том, сколько надо знать. На ваш взгляд, как нужно узнавать правду, чтобы как бы переварить ее? Бывает, узнал правду и захлебнулся этой правдой. И еще одно сообщение от Тамары. Не обсуждать с ним его плохой настрой. Вести дружелюбную беседу и отношения, если это необходимо по ситуации. Да. Я бы сказал еще к вашему комментарию. Договориться с тем, кто делает зло вашим близким, чтобы вы это могли проанализировать заранее. То есть, когда он спокоен. И поощрять его за то, что он об этом говорит. Поощрять за то, что он соглашается поразмыслить с вами на эти сложные темы и договориться, как вы будете себя вести, когда у него начнется затуманивание, когда у него очередной срыв. Заранее договориться – это очень важно, потому что по большому счету никто из нас не застрахован от злых действий, реакций. Но, к сожалению, нет человека на земле, который делал бы добро и не грешил бы. Это закон нашей земной грешной жизни. Да. Как я рад, что верю в Господа, потому что я знаю, будет вечная жизнь, будет новое тело, там не будет зла, греха, не будет ничего такого мерзкого. Там будет хорошо. Желаю вам, чтобы всем вам было хорошо, несмотря ни на что. Но для этого старайтесь понять, что есть хорошо, и стремитесь к хорошему. Мы уходим на перерыв, и следующий час у нас будет после песни.
Все так глупо устроено, словно чуть недостроено, словно вход посторонним на бал запрещен. Но идти на попятную никому не запятнанным невозможно, понятно, не будешь прощен. На краю тайных грез, на пути полным тщетных надежд, счастье не вешает нос, оно всерьез за нас с тобой бьется. И в необъявленный день, и даже час, оно к тебе опять вернется. Опять вернется. По дорогам исхоженным, по путям неуложенным, как туман осторожно крадется оно. Все одежды пудовые, не меняя на новые, дарит смутно знакомое что-то одно. Рвется сердце на волю. Что с тобой, что со мной, что такое? Счастье не вешает нос, оно всерьез за нас с тобой бьется. И в необъявленный день, и даже час, оно к тебе опять вернется. Это что-то тебе да напомнит сочетанием вечные звезд. Ты удачливый, это бесспорно, но счастливый ли это вопрос? И покуда оно не случится, если вдруг не случилось уже, не позволь ничему измениться на крутом вираже. Счастье не вешает нос, оно всерьез за нас с тобой бьется. И в необъявленный день, и даже час, оно к тебе опять вернется. Опять вернется. Прямой эфир, день добрый, продолжается. Меня зовут Евгений Сарапулов, я профессиональный психолог. Мы говорим на тему борьбы добра и зла. Любовь пишет: злых людей еще сильнее злит доброта от того, на кого они злятся. Поэтому добро нужно проявлять осторожно по отношению к злым людям, потому что их злит добро. Во-первых, потому что они добро не делают, а добро есть свет, а они во тьме сидят, и во тьме они грязные, вонючие, такие там уродливые, неказистые, в какой-то рваной одежде, образно выражаясь, да. И поэтому туда не надо заходить с правдой, как прожектор там. То есть, а эта правда, ваш свет, ваше добро будет их ослеплять. Тут надо зайти со свечечкой, чтобы это тихонечко, вот этот свет маленький был такой, Масипусечкин, чтобы их это не ослепило. И надо, чтобы они почувствовали вкус правды.
чтобы они захотели. То есть люди злые, они питаются гнилью, образно выражаясь, да, то есть вранье – это гниль. Им нравится лгать, врать. Это один из способов делать зло, но правда, она все-таки, она сильнее зла, сильнее обмана, поэтому нужно, чтобы они почувствовали вкус правды, вкус добра, чтобы они захотели это сделать, а сделав, чтобы они получили такое, чтобы сказали: я еще хочу, мне еще надо. И по чуть-чуть им еще давать. Вот такой есть подход. Как вам кажется, вы с этим согласны? Не позволяй душе лениться, чтоб в ступе воду не толочь. Душа обязана трудиться и день и ночь, и день и ночь. Гони ее от Какой-то работоголик сочинил песню, да? тащи с этапа на этап. По пустырю, по бурелому, через сугроб, через ухаб. Не разрешая спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее усты. А дать вздумаешь поблажку, освобождая от работ, а на последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. Без жалости, без жалости, без жалости. А ты хватай ее за плечи, учи и мучай до темна. Жесть Чтоб жить мучить, с да? тобой по-человечи, училась заново она. Она рабыня и царица, она работница и дочь. Она обязана трудиться И день, и ночь, и день, и ночь. не разрешая ей спать в постели при свете утренней звезды. Держи лентяйку в черном теле и не снимай с нее усты. А дать ей вздумаешь поблажку, освобождая от работ, а на последнюю рубашку с тебя без жалости сорвет. Без жалости, без жалости, без жалости. Марина Вениаминовна, я на ваш комментарий отвечу. Ставьте лайки, делитесь трансляцией. Это прямой эфир «День добрый». Я ведущий Евгений Сарапулов с вами. И для вас пишет нам Евгения: научилась говорить «нет», поэтому многие считают меня злой, а для близких добрая. Да, когда мы говорим «нет» людям, которые хотят услышать «да», это их злит, но это их реакция. Когда вам что-то
не хотелось делать. А вам говорили это делать. Одни люди говорят это так, что это раздражает. Другие говорят это так, что как-то так нормально, и ты принимаешь. Кто-то тебе говорит «нет», и это злит, а кто-то говорит «нет», и ты думаешь «и хорошо». То есть весь вопрос в том, как правильно говорить «нет». Наталья написала: впадать в гнев, в страх, в обиду и, естественно, нежелательно. Некоторые слабые люди только с психологом могут выйти из плохой ситуации, то не факт. Надо взять себя в руки и жить в свое удовольствие. Развлечения хороших много, жизнь одна. Да, сказано, в принципе, хорошо вами. На практике это научиться применять непросто. Но это возможно, скажу я вам. Просто надо набраться сил, терпения и тренироваться до результата, пока не получится. Выключите. Точно. Супер. Запись не включена. Супер. Давай сейчас включу. Еще раз начну. Прямой эфир, день добрый. Я ведущий Евгений Сарапулов, профессиональный психолог. Отвечу на вопрос и дам практическую рекомендацию. Есть одна проблема со злыми людьми. Злой человек, он хитрый, он коварный, потому что он не умеет быть благодарным. Кстати, хотите избавляться от зла? Учитесь быть благодарными. Чтобы преодолеть зло, надо учиться благодарить. Благодарность помогает видеть возможности и использовать возможности правильно. Зло мешает использовать правильно возможности. Зло делает так, чтобы человек использовал возможность для разрушения. Вот оно, как по жизни бывает. Я вижу небо, в нем тишина, я поднимаюсь к небу, еле дыша, и вдруг понимаю, это во мне душа. Странное дело, это моя душа. Как нелепо жить не с головой, когда такое небо есть надо мной, и кажется, звезды можно познать рукой. Я и не ведал, что этот мир такой. Боже, какой пустяк сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Продумал, да?
ногами блестит вода. Бог просто не может странником быть всегда. Не хочет даже. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Но что-то всерьез. Вера Иванова, спасибо, что поделились трансляцией. Боясь в мелочах потерять, свободно только небо над головой моей. Поднимаю свой воротник, ругаю дождь и слякоть, будто старик. Бегу за толпою, видно, уже привык. И в памяти небо, как нереальный блик. Но однажды мне станет легко, и будет все неважно и далеко. Меня примет небо в свой неземной покой. И я стану просто облаком над рекой. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Но что-то всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять, свободно только небо над головой моей. Боже, какой пустяк, сделать хоть раз что-нибудь не так, выкинуть хлам из дома и старых позвать друзей. Но что-то всерьез менять, не побоясь в мелочах потерять, свободно только небо над головой моей. Это прямой эфир «День добрый». Я ведущий Евгений Сарапулов. У нас именинница Алла из Израиля, друг нашей семьи. Она вот давно, уже много лет дружит с моей женой. Мы этим летом, точнее не летом, вот недавно виделись. Прекрасная была встреча. Стали еще ближе друг к другу. И она стала уже другом не просто моей жены, а другом нашей семьи. Заочно мы знаем ее мужа, очень надеемся, что встретимся, пообщаемся, обнимемся, покушаем вкусненько, на море сходим, побрызгаемся. Шалом означает мир. Чтобы был мир, за мир надо бороться. Бороться в первую очередь со своими негативными состояниями, в первую очередь, чтобы дома был мир, в доме, вот в физическом, в квартире, нужно, чтобы в душе был мир. За мир надо бороться. Мир просто так, он не бывает. Есть зло, есть война. Против нас что-то воюет, кто-то, что-то темное, что-то невидимое, что-то видимое. И, как говорят в народе, хочешь мира, готовься к войне. Но воевать надо ради того, чтобы был установлен мир. В первую очередь в своей душе. Вот эта песня, она о доме. Эту песню мы дарим вам, Алла, чтобы в вашей душе всегда хватало сил бороться за мир в своей душе. И тогда у вас будет и понимание
разумения и силы бороться за мир в своем доме. Вы главная помощница своего мужа. Ваш муж не умеет бороться с каким-то злом определенным так, как вы это способны делать. У женщин вообще есть особая способность бороться со злом. С каким-то злом только мужчины могут бороться, но с каким-то только женщины. Поэтому мудрая жена устроит свой дом, глупая разрушит его своими руками. Мудрая жена – это та, которая копит силы для борьбы с негативом в своей душе и в своем доме потом как следствие. Пусть через эту песню придет добро в вашу душу, Аллах, силы. И уже вас поздравляют, кстати, из разных мест, в разных социальных сетях. Аллах, принимайте поздравления. Мимо текла река, плыли куда-то облака. Шел человек, была дорога, нелегка, да нелегка. И человек мечтал о том, чтобы построить себе дом и поселиться счастье с ним в доме одном, в доме одном. И человек мечтал о том, чтобы построить себе дом и поселиться счастье с ним в доме одном. Часто бывало он сдавал, но неизменно напевал песню любимую свою, ту, что пою, да ту, что пою. Дом, как известно всем давно, это не стены и окно, это не стулья за столом, это не дом, это не дом. Дом, как известно всем давно, это не стены и окно, это не стулья за столом, это не дом. Дом — это там, куда готов ты возвращаться вновь и вновь, яростным, добрым, нежным, злым, еле живым, еле живым. Дом — это там, где тебя поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудут о плохом. Это твой дом, это твой дом. Дом — это там, где тебя поймут, там, где надеются и ждут, там, где забудут о плохом. Это твой дом. Вот так вот душа, как гармонь, раскрывается, скрывается. Душа гармошка специально для Аллы. Всем добра, счастья, любви, чтобы вам было хорошо, несмотря ни на что. Мы идем далее. Почему хитрые люди, они считают, что умнее всех? Почему хитрые люди точно, это гарантированно будут испытывать зло? И зло придет в их жизнь. Почему хитрые, коварные, сердцем лукавые люди, лукавый язык попадет в беду? Потому что это человек, который научился обманывать других, он научился это делать. Ему это нравится. У него это получается. И ему кажется, что ему ничего за это не будет. Потому что так происходит. Он делает, обхитрил, объегорил
сделал зло, и ему за этого ничего нет. Другие страдают, а ему нормально. Он научился обманывать других. Лукавый человек делает вид, что он верный. Он делает вид. А на самом деле он думает только о себе. Он неверный, он предатель. И ему это нравится. И такой человек достигает успеха. Да, у него есть результат. И он считает, что способен контролировать окружающих так, как он этого хочет. И первое время у него это действительно получается. У него эйфория, он гордый. Но согласно неписанным вечным законам, такой человек точно, однозначно попадет в беду. Потому что он не способен заметить беду. Или, заметив беду, не сможет от нее укрыться, избежать беду. Беда придет неизбежно, и человек будет сильно страдать, очень сильно. И он отдаст все, что у него было, все, что он наворовал, обманывал, хитрил и получал откуда-то. В конечном итоге он заплатит и отдаст намного больше, чем он получил. Такова правда жизни. Поэтому не обманывайте других людей, а обманывая, признавайтесь в этом пред Господом. Скажите: Господи, согрешил, неправ. Помоги исправиться. Мы продолжаем наш эфир. Так, сообщение от Алексея. Да нам всегда так много врут, что мы уже по лжи научились знать правду. Когда люди лгут, мы тоже этим заражаемся. Иногда кажется, что без лжи жить невозможно. Ну, все же обманывают. Нет, не все. Ты просто привык. Тебе проще. Обманывают все, и ты как все. Не следуй за большинством на зло. Потому что зло делает слабым. Оно тебя подставит, оно высосет из тебя все силы и энергию. Весь вопрос, когда много зла вокруг, как правильно делать добро, чтобы чувствовать силу добра. Правда же? Так, пишет Евгения. Часто грех заглаживаю добром. И это нормально. Это нормально, это понятно. Я в детстве, когда получал двойки, вел себя нехорошо в школе, ну и что-нибудь еще делал нехорошее, мама, я понимал, узнает, или до нее уже дошло, я начинал стирать часто, да. А стиральных машинок и автоматов раньше не было, все на руках, знаете, такая доска, и на ней и стирал там простыни, пододеяльники, а это, знаете, это что-то... Кто знает, поставьте плюсики, кто стирал на стиральной доске в ванной там, да, и вот так вот, это просто... Я думаю, неужели это было, а? А ведь это было. Это же было. И вот я стирал, закрывался в ванной. Ну, мне от мамы получал я, конечно, меньше намного, потому что перестирывал все, искупал свои грехи. И порой мама меня вообще не ругала, ну или так, поругает немножечко. И я так искупал, знаете, мне кажется, вот так же и Бог. Мы закрываемся в ванной, там стираем, Бог согрешил, знаю, что он согрешил. Но исправляет свои грехи, пытается искупить. И знаете, вот когда наши дети чем-то пытаются искупить свои грехи, реально, да, реально уже и как-то и на них и негодования-то нет, и так пожуришь уже там, да, шалбан поставишь, обнимешь уже и вперед дальше.
Вот люди, знающие, пишут, стирка раньше это жесть. Стирка, кипячение, полоскание. Это реально вообще. Я тоже как вспомню, так вздрогну. Сейчас закинул в машинку автомат и в ус не дуешь, да, она там себе постирывает. Кстати, и воды меньше тратится на это. Как мы раньше жили без всего этого? Еще и с крахмалом кипятили, да. Вывешивали этой бельишко еще там вот на улице, знаете, из этих пятиэтажек, хрущевок. И там все это, а еще зимой, да, оно хрустело, это белье-то потом. Ну, короче, это целая жизнь, это иная жизнь, это другая, это жизнь словно на другой планете. Василий пишет, вот видите, Евгения, вы сказали, часто грех заглаживаю добром. Сколько вы вызвали ассоциации вашим комментариям? Василий пишет, Евгений красавчик, все успевает и отжиматься. Кстати, те, кто просто слушают, но не видят, я действительно отжимаюсь во время музыкальных пауз, когда звучит песня по 40 раз или по 50. Сегодня за эфир отжался в начале 40 раз, потом 50. Но это мне нужно, потому что у меня диабет, онкология была. Физические упражнения очень сильно поддерживают здоровье, иммунитет. Я 172 роста и 73,5-74 килограмма вес. Как в молодости стал чувствовать себя. Хочу сказать спасибо Господу Богу, который допустил эти болезни, смертельного такого, знаете, дыхания. Настолько это меня встряхнуло, встрепенуло, что не было бы счастья, да несчастье помогло. Сообщение от Марины. Здравствуйте. Вы же понимаете, что люди не меняются. Да, люди не меняются, когда они этого не хотят. Люди не меняются, когда они делают зло и привыкают к этому. Но когда человек хочет измениться, и он ставит перед собой цель, буду меняться, пока не изменюсь. Такие люди меняются. Когда человеку что-то очень надо, он начинает меняться. Когда мы влюбляемся, мы начинаем меняться, мы бросаем вредные привычки. Есть люди, вот я, например, рассказываю про своего папу, да он и сам этого не скрывает, мы в эфире об этом время от времени вспоминаем. Он начал выпивать алкоголь с 15 лет, и у него появилась алкогольная зависимость. Мы в семье все это помним. До 50 с чем-то лет он страдал алкогольной зависимостью. Его манипулировали этим коллеги по работе, там вышестоящее начальство, использовали его вот эту слабость, да, ой, жуть вообще. И казалось бы, алкоголики не меняются, некоторые считают, а он изменился. Да так изменился, что люди теперь не верят, что у него была эта зависимость. Говорят, да вы что, это же прекрасный человек. Да, этот человек сегодня несет добро в мир. Он помогает целой планете. Мы вместе с ним это делаем. И вы поверить не можете, да, и вам трудно поверить, что я был отъявленный шалопай, грешник, и матерился, ну не как сапожник, но было, и прочие какие-то там грехи делал. Но изменился, потому что Бог меняет. Но Бог не меняет сам, как бы вот так взял да изменил, да. Бог меняет, потому что человек меняется. Человек этого как бы захотел сам. И в итоге наладилось, и в итоге стало хорошо, и в итоге good, и в итоге супер, и в итоге изменения такие, что люди поверить не могут. Неужели такое реально может быть?
написала нам... Так. Еще сообщения есть, но я эти сообщения оставлю на следующую трансляцию. Сегодня мы заканчиваем. Спасибо всем большое за внимание. Вот где вот Любовь Бавыкина, и там ниже можно их скопировать и отправить на почту. В заключение прозвучит песня в исполнении Марата Нигматуллина «Благодарность». Добра всем, счастья, любви, храни вас Бог, и не сдавайтесь за 5 минут до чуда. Может, из этого поддержка не срабатывала хорошо, как Благодарность, тут еще во ВКонтакте. вот моя молитва. Да, не забудь. Первые цветы на этом поле битвы. Выпала роса,